привет, с вами Мистер Ганс, это канал Мистер Ганс Онлайн. В сегодняшнем видео я буду делать Super Ascension, немного расскажу, немного покажу. По предыдущему обновлению хотелось бы сказать пару моментов насчет Супер Эволюции Артуров. Смотрите, я переменил с темного на зеленого лишь только потому, что он является атакером, а сейчас как бы на арене в принципе темный и где-то еще либо я его не использую, поэтому я сделал, у меня была вторая эволюция, и с помощью как раз таки билетика я сделал третью эволюцию. Всегда хотел как бы этого Артура, ну не суть. Что касается его супер скиллов за счет тринкетов, смотрите здесь какая вещь. Получается, я уже рассказывал про то, что то есть следует делать либо же светлого, либо же темного, либо же огненного. Смотрите, смысл какой. Это скилл работает только с ультой, то есть только тогда, когда вы ультуете. Поэтому, как бы тут понятное дело, что в принципе неплохо может и стан сработать, неплохо. Ну, то есть я тестил, как бы смотрел, допустим, скилл раскол с ульты вешается, ну, где-то в 2 из 5 раз примерно. То есть, да, где-то 25% у него реальный шанс. Ну, по сути, как бы неплохо, да, можно, в принципе, всех использовать там, как бы, ну, насчет воды я вообще сомневаюсь, то есть, как бы, чтобы на него, как бы, обычно ставили пигулист сет и еще плюс стан от этого, ну, я не знаю, как бы, смотрите сами. Насчет водного я не тестил, не смотрел, как бы, я его, думаю, не собираюсь вообще делать, поэтому... Что насчет света видел, да, классно, работает, прям еще и скилл, как бы, ну, с ульты неплохой у него хантер, поэтому весьма-весьма хорошо получается. Неплохой получается урон. Также, смотрите, вы снимаете как бы тринкет, просто наквипаете его, и у вас, очевидно, просто уходит супер эволюция, и потом вы заходите на еще какого-нибудь Артура, также одеваете эти тринкеты и просто за 450 делаете ему супер эволюцию. По сути, как я и говорил, это, считай, не постоянная супер эволюция, а, так сказать, переносная. То есть можно иметь там всех Артуров и просто менять там, по сути, какой вам нужен сейчас или каким вы пользуетесь просто на него. Это вот то, что хотелось бы сказать по поводу вот этой супер эволюции. Сегодня я хотел бы вам рассказать про такую вещь, как красные звезды или Super Ascension. Смотрите, для начала я хотел бы вообще посмотреть, какие скиллы у нас существуют в этом Super Ascension, а потом уже перейдем именно к тому, как именно сделать его непосредственно. То есть первый, ну я не буду их нумеровать, в принципе, я вам просто их буду перечислять. Первое – это 30% шанс получить полную неуязвимость к негативным эффектам на один ход. Вторая – это минус атака и защита на немного с 40% шансом. Следующий скилл – это критический дамаг на 25% будет повышен по монам, у которых низкий уровень защиты. Следующий – это 50% шанс восстановить 25% на 2 хода ману. Следующий у нас 45% разбить барьер, то есть щиты, которые, любые в принципе щиты, которые именно не дают вообще наносить урон, не те, которые снижают просто его, а как вот такие вот щиты, которые как здесь вот. Следующее это антихил у нас на 70% на 2 хода, это у нас сифон на 15%, это увеличение атаки у нас на 40% с 50% шансом, когда вас атакуют на один ход. Вот это вот является самым таким моим хотевшим, очень сильно хочу на некоторых монов вот этот скилл, поскольку при шансе 40% вы можете восстановить 20% хп. То есть вашего мона бьют и у вас восстанавливается от их атаки 20% хп. Очень классная штука, видел, как она работает, всем рекомендую. Дальше 100% шанс восстановить 40% всей команде хп при смерти мона.
По мне, бесполезный абсолютно скилл, особенно если ловить его на каких-то танков. Ну, у меня, допустим, такой есть на Персифоне, и она у меня живет очень долго. У меня быстрее умрут все моны, которые, ну, атакующие, чем она. Поэтому я вообще не знаю, зачем его брать, как бы бесполезный по мне. Гарантия бафнуть щит на, ну, тут написано на один ход, ну, то есть когда мон умирает, получается, щит вешается на всю команду, когда вы атакуете врага, ну, то есть на вашу команду повесился, вас могут атаковать, на вас щит будет, и на следующий ход на вас еще щит тоже будет, то есть, по сути, на 2 хода. И тоже неплохой щит с 20% шансом, также он при атаке на моно, и он дает щит как раз таки от максимальной атаки. Неплохо для атакеров, в принципе. Давайте сейчас немножечко пройдемся по все-таки скиллам, именно для кого они нужнее. Допустим, вот иммунитет. Иммунитет полезен монам, как, допустим, вот Артур с земли. То есть он неплохо, ну, то есть я просто как примеры буду приводить, а вы уже сами как бы из этого задумываетесь, нужен ли вашему мону тот или иной скилл, как вы будете от него дальше плясать. Смотрите, то есть Артур, допустим, на нем вылетает этот скилл, баф, получается. Его невозможно застанить, там, зашокать или еще что-то с ним сделать. По сути, неплохо, потому что он с первого скилла отхиливается, то есть он нуждается в отхиле, то есть потому что без этого он будет быстро умирать, так как он, ну, вот такая вот механика этого мона. Или, по сути, команда нуждается в хиле, который вешает щиты. И если этот хил будет стоять все время в стане, то, естественно, ничего хорошего из этого не выйдет. По сути, если у него будет постоянно вылетать этот скилл, его, естественно, не застанет, и у вас будут постоянно на команде щиты. Так что вот примерно такими вот мыслями и думайте, то есть нужен вам он, не нужен. В принципе, неплохой скилл, как бы, он один из самых неплохих, как бы, по моему мнению. На того же Мерлина тьмы тоже неплохо, потому что его часто либо диспелят расколами, либо еще чем-то, и он часто накидывает стан, и ему необходимо его просто накидывать или отсифонивать ману. По поводу второго я могу сказать, что в принципе на любого, так сказать, помощника можно его поймать, потому что на ту же Персифону как бы очень хорошо скилл будет помогать на титанах, если у вас нет монов с таким скиллом. Неплохая вещь, как бы в тех же башнях или еще где-то. То есть неплохой скилл, как бы атаку и защиту снижает. Там не намного, конечно, но все же лучше, чем ничего. Данный скилл на увеличение критического дамага на 25%. Я его словил на Нубиса, и мне очень он нравится тем, что ну, повышенный крит дамаг, то есть как бы в основном этот скилл на атакеров очень хорошо зайдет, особенно на критозависимых, таких как, у которых критический дамаг без того увеличивается, но в принципе на тех, у кого хищник, тоже неплохо будет на них заходить, вот, допустим, я же как Анубис. Так что, в принципе, на всех атакеров своих основных, которые много дамажат, можете оставлять смело. Вот этот скилл уже более такой командный, считаю. То есть 50% шанса восстановить 25% маны. Смотрите, у меня такой скилл сейчас на моей Юки темной. Работает он, не скажу, что часто, но где-то в 40% случаях. Но иногда он прям очень сильно помогает. То есть, допустим, вам не хватает для ульты там какой-то горсти маны, а она восстанавливает эту ману на всю команду. То есть она атакует, ударяет вражеских монов и восстанавливает всем 25% маны. Весьма хороший скилл, я его тоже рекомендую, особенно на саберов. Там я его бы хотел на Персифону поймать, но не получилось. Вот, поэтому, в принципе, на любых саппортов я его рекомендую. Именно на саппортах, как на помощниках, так и на саперах самих. Вот, поэтому для командной, особенно там для арены какой-то, очень неплохо будет подходить. Диспел щитов, в принципе, для арены тоже неплохо, потому что есть люди, которые играют
через щиты. Это темные бастарды, это ханы света, даже Купидон тьмы, в принципе. Он разбивать будет щиты, то есть это, в принципе, можно как на атакеров, так и не на атакеров, потому что щиты будут разбиваться массово, то есть с 45% шансом. То есть, в принципе, если вы хотите на атакеров, допустим, ловите такое, но если вам выпадет на каком-нибудь саппоре такой скилл, и вы его можете просто под арену как-нибудь сделать, то, в принципе, отличный шанс будет там, где человек именно играет через щиты. Минус рекаверити, антихил тот же самый. Это очень неплохой скилл. Я сам его поймал, имел раньше на Купидоне такой, но поймал как бы, ну, антихил. Поэтому, что я могу сказать? Очень часто выпадает, прям, потому что 70% шанс. И очень сильно помогает. Хотелось бы его поймать на зеленом каком-нибудь моне, но пока никаких у меня нету к этому предрасположений. В принципе, весьма неплохой скилл, я его всем рекомендую. Для проходки башни, там, арены тоже неплохо, вообще классно. В принципе, скилл классный. Что касается сифона. Сифон работает, ну, вот реально 50 на 50. Я не имею в виду с шансом, а с тем, что как бы он у меня стоит сейчас на Мерлине тьмы, то есть он также с ультой работает, то есть я закидываю ульту, станю кого-то, и как бы вместе с этим я еще и забираю ману у кого-то. Ну, как бы работает он, ну, так себе на самом деле. Ну, не часто это точно. То есть очень редко будет работать, но зато метко, да. Иногда будет даже проскакивать таким образом, что будет снимать ману у всех 4 врагов. Ну, в принципе, работает, как бы и работает. Ну, на Локи он получше почему-то работает, не знаю почему, правда, ну, вот так вот. Ну, в принципе, скилл неплохой, как бы для арены отлично подойдет, в принципе. Больше я бы нигде на него не делал уклона, потому что там где-то, если вам нужен именно на боссе каком-то сифон, то не надейтесь, он может и не просифонить, поэтому лучше брать сифонеров именно, которые вам нужны. Что касается атаки, в принципе, неплохо для Титана будет, для Колосса или для Дракона. В принципе, да, неплохо будет. Кстати, те, кто ждут видео по дракону, в принципе, скоро я созрею на него и сделаю. Что касается дальше. Как я уже сказал, самый лучший скилл для агрессоров по дефу, по хп, вообще танков, хилов и всего остального. Вообще самый лучший скилл. Работает вообще невероятно круто, особенно если у врагов есть моно-помощники, у которых мало урона, но много контактных атак по вашему мону, то есть чем больше вас коснет, ну, атаки касаются вашего мона, тем больше шанс того, что как раз таки вас и будет отхил очень жесткий. Что касается двух этих скиллов, я вам сразу могу сказать, если они вам выпадут, можете смело забыть на то, чтобы их оставить. Я вообще в них смысла не вижу, даже их рассказывать смысла нет. Могу просто, ну, просто ради информации, то есть, как бы я уже сказал, ничего нового. То есть при смерти моно, имеющего данный скилл, вы просто восстановите 40% хп всем своим моном. То есть это я видел, как это работает, это вообще бесполезно, это не спасает ни разу. Хотел попробовать сделать это с андайнгом Куриноса, но пока возможности такой не получилось, я еще его не вывел. Просто ради интереса хотелось посмотреть, то есть сломать небольшую систему. Вот. Что касается щитов, в принципе, как бы вроде как бы и нормально, но вот тоже как-то не помогает, точно так же, как и отхил. То есть, ну, просто немного продлевает жизнь врагу и все. Поэтому я тоже не рекомендую. Что насчет Шайлда? Если у вас есть сильные прям атакеры, которые там, как Зигфриды какие-нибудь там, Индры, тьмы, то, в принципе, как бы отличный шанс того, то есть щит будет очень хорошо висеть. Если нет диспельщиков, то, в принципе, один ход вы будете переживать нормально. То есть, как бы и атака, и защита есть у моно. То есть, атакер становится таким мульти-моно. Так, ну, по сути, по скиллам все. Теперь переходим непосредственно к самим материалам, которые нам понадобятся для Super Ascension. 100 штучек из нашего Старстоуна.
Это уже, в принципе, как я говорил, переходим просто по вкладочке, идем и фармим. То есть на последнем B10 тут ничего сложного, поэтому 100 камушков, в принципе, нафармить это не составляет никакой глобальной проблемы. Поэтому переходим к следующему. Следующий у нас будет уже элементовый. Ну, очевидно, какой элемент вы делаете, такой элемент вы и должны набить здесь. Также переходим, либо же, вот как сегодня у нас получается выходной, поэтому у нас все открыты, мы в любой можем зайти. Либо же можете просто денечек потратить, ну там не денечек, буквально, я говорю, зайти среди недели или в выходные, просто набить, на какого моно нужно, и все, в принципе. Что касается последнего, то это у нас из Dimensional, как раз было видео у меня уже по Dimensional, как его проходить. Надеюсь, многие уже с помощью моего видео смогли его пройти, я на это очень надеюсь. Нужно 100 камушков, то есть, в принципе, по 1-2 камушка вы будете получать с одной проходки, всего 3 проходки в день, и, в принципе, где-то я уже подсчитывал, ну, где-то недели полторы, в принципе, фармится 100 камушков, то есть это не так долго, в принципе, это не так сложно. И, конечно же, наши денежки. 3 миллиона. Ну, по деньгам, конечно, дороговато, но ничего страшного. Что нам еще нужно для этого? По сути, как вы думаете, все? Да нет, еще не все. Нам нужен мон 60 уровня. Нам нужно сделать на него полный энчанс. То есть нужно все 6 колоночек, чтобы были заполнены. Естественно, вы сами понимаете, что быстро сделать их, если вы их не накапливаете, то это сложновато будет. У меня на многих осталось по одной, сделать по одной еще звезде, но, как я уже говорил, это не так быстро. Смотрите, в чем еще загвоздка. У меня как бы на Зигфрида Тьмы выпал вот этот как раз таки бесполезный, по моему личному мнению, бесполезный щит на команду. То есть, хотя я ставлю его в лидера, хоть он и дефер-агрессор, но все равно мне этот скилл абсолютно не нравится. Поэтому я его решил поменять. Что мне выпадет? Да, еще забыл сказать, что скилл выпадает абсолютно рандомным образом. В этом-то вся печаль. То есть, допустим, хочется такой, а тебе выпадает такой. И ты такой думаешь, блин, хоть бы еще 2 влево, и уже тогда бы все было прекрасно. Но нет. И непосредственно давайте уже как бы сделаем это. У меня уже самого руки чешутся, уже хочу посмотреть, получится у меня или не получится. Дадут мне наконец-таки это или нет. Фу, ну, как говорится, раз, два, три, поехали. Вот таким образом выглядит Super Ascension. Бабах. И какой же скилл мы получим? Я, конечно, боюсь, что опять вылетит какая-то дрянь. Ну, давайте посмотрим. Ну, конечно. Как я уже говорил, скилл, в принципе, неплохой. Но для, допустим, моего Зигфрида это не то, что хотелось бы. То есть, как бы, если считать это со стороны, допустим, дунжонов каких-нибудь, то, в принципе, нормально. Там в башне, в принципе, если я его где-то буду брать, это будет небольшой плюс. Как бы дебафер, дефер, агрессор, в принципе, неплох. Но я его использую больше для арены, для защиты, и мне это, по сути, вообще не нужно. То есть мне придется опять выфармливать еще 97 камней и по 100 еще других, чтобы еще раз поменять все. Поэтому не повезло. Но надеюсь, у вас все получится. Всего вам удачи вам, главное, в этом деле. Я прям держу за вас кулачки. Надеюсь, у каждого первый Super Ascension будет тот, который вы хотите, на того моно, какого вы хотите. Поэтому желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Всем удачи, ребята. Всем пока.